Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня буду готовить торт панчи. Очень простой в приготовлении, очень домашний и очень вкусный. Внутри торта два вида бисквита с какао и без какао. Бисквит мы порежем на кусочки, прослоим, но в моем случае это кусочки ананаса, хотя можно взять все, что вы хотите. Можно взять орешки, можно взять бананы. В общем, все по вкусу и наличию. И сметанный крем, который свяжет наши кусочки в единый торт. Сверху шоколадная заливка. Вот такая красота. Итак, мои дорогие, начнем готовить. Начнем мы с приготовления бисквита. И на этот раз я не буду вас мучить граммами. Рецепт очень простой, домашний. Он допускает отклонения в ту либо иную сторону. Поэтому мы все будем измерять в стаканах. Подберите либо чашечку, либо стакан. Объем моей чашечки 250 мл. Отмеряем 2,5 стакана муки, добавляем туда пакетик разрыхлителя, пакетик большой, весом 11 грамм. Обычный разрыхлитель для теста. Смешиваем. Также нам понадобится 4 средних куриных яйца. Если яйца мелкие, возьмите 5. Сначала яйца взбиваем миксером и затем постепенно будем добавлять 2 стакана сахара. Добавляем сахар понемногу, не прекращая взбивания. После того, как весь сахар будет добавлен, взбиваем нашу смесь еще 3-4 минуты. И вот что у нас должно получиться в результате. Вот такая светлая, воздушная, легкая масса. Вливаем 1 стакан молока, размешиваем. Добавляем 1 стакан любого рафинированного растительного масла, то есть масло без яркого вкуса и без яркого запаха. Размешиваем. И нам останется вмешать в тесто подготовленную ранее муку с разрыхлителем. Здесь желательно действовать довольно быстро, чтобы у нас бисквит получился воздушным, но не затянулся, не стал плотным. А во-вторых, потому что разрыхлитель, как только он чувствует влагу, он начинает работать. И вот вы сейчас даже на кадре видите, что тесто начинает пузыриться. Оно уже начинает пузыриться. Если вы будете долго размешивать тесто, то у вас разрыхлитель успеет отработать на стадии замеса теста. А нам нужно, чтобы он поднял наш бисквит при выпечке. Но при этом, конечно же, нужно следить, чтобы тесто получилось однородное, без комочков муки, то есть без непромеса. Вот такое оно получается легкое, воздушное. И далее, мои дорогие, берем. Это у меня обычный глубокий противень, размеры 38 на 32. Я его застелила бумагой для выпечки. И поскольку у меня будет бисквит с какао и без какао, то есть двухцветный, я примерно половину всего теста выливаю на противень. И для того, чтобы тесто у меня не растеклось по всему противню, я, как видите, подняла один край. В оставшуюся половину теста добавляем столовую ложку какао, быстренько размешиваем и выливаем на противень с другого края. И попутно хотела бы сказать, что я пекла бисквит на противне, поскольку, на мой взгляд, это удобно, но при желании вы можете использовать форму для торта. Выпекаем бисквит в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке до пробы на сухую палочку. Печется бисквит довольно долго, примерно где-то 50 минут. Первые 30 минут духовку не открываем, а далее проверяем готовность бисквита при помощи деревянной палочки, например, зубочистки. Если, воткнув зубочистку в центр нашего бисквита, она выходит сухой, значит бисквит достаточно пропекся. Дадим бисквиту 2-3 часа для того, чтобы он полностью остыл. Затем аккуратно отделяем, удаляем бумагу для выпечки. Вырезаем основание для торта. У меня круг диаметром 24 сантиметра. Я вырезала круг прямо по центру бисквита для того, чтобы у меня основание было двухцветное. Ну, можете справа-слева, на ваш выбор. Вот посмотрите, какой красивый высокий бисквит у нас получился в результате. И что еще мне очень нравится, он такой влажный по своей текстуре. И для того, чтобы основание для торта было потоньше, я разрежу его пополам.
Это делаю при помощи зубной нити. Очень удобно и быстро. Вот таким образом. И попутно замечу, что делать это не обязательно. Можно использовать такое высокое основание для торта. Бисквит получается влажным, воздушным, поэтому торт в любом случае не будет сухим. Все остальное нарезаем на кусочки не очень большие, не очень маленькие, на ваше усмотрение, ну вот примерно такого размера. Итак, мои дорогие, наша бисквитная основа для торта готова. Нам останется приготовить крем. Нам понадобится сметана. Я взяла 1 килограмм, но можно взять даже немножко больше. Сметана любой жирности. Я обычно использую 20%. Стакан сахара, хотя сахара можно взять по вкусу. Также я буду использовать полкилограмма кусочков консервированного ананаса. Это баночка. Я отцедила сироп. У меня получилось 200 мл сиропа. Я буду использовать его для того, чтобы замочить желатин. Для рецепта нам понадобится 20 грамм растворимого желатина. И для начала нам нужно будет замочить, а затем растворить желатин. Заливаем желатин сиропом, либо водой, размешиваем, дадим постоять минут 10-15, и затем при аккуратном нагреве мы добьемся того, чтобы желатин у нас полностью перешел в раствор. И попутно хотела сказать, что желатин бывает разный, поэтому обращайте внимание на инструкцию на упаковке желатина. Возможно, вам понадобится его взять немного больше, и, возможно, вам понадобится его подготавливать немного по-другому. Для крема взобьем сметану с сахаром. Здесь никаких особых хитростей нет, просто взбиваем сметану и постепенно добавляем сахар. Поскольку для рецепта мы используем нежирную сметану жирностью 20%, она с большой долей вероятности не взобьется. То есть в конце взбивания она у нас останется довольно жидкой. И это нормально, поскольку взбивается только очень жирная сметана жирностью не менее 30%. Вот так она у меня выглядит. Вливаем теплый раствор желатина. Желатин я обязательно процеживаю для того, чтобы, если вдруг остался нерастворимый кусочек желатина, чтобы у нас он не попал в крем. Размешиваем, и наш крем готов. Сейчас он довольно жидкий, но постепенно желатин начнет работать, и крем будет густеть. И все, мои дорогие, нам останется только собрать торт. Здесь каждый собирает так, как ему удобно. Мне удобно вот таким образом. Для начала я на основу для торта наливаю небольшое количество сметанного крема. Выкладываю первый слой нарезанных кусочков бисквита, кусочки ананаса. Вместо ананаса, кстати говоря, можно взять орешки, можно взять бананы, можно взять какие-то другие фрукты. В общем, все на ваше усмотрение, по вашему вкусу и по наличию. Собираем торт горочкой. Для того, чтобы торт у нас получился целым, единым, без пустот, торт периодически уплотняем. Вот таким образом. И собираем дальше. В результате торт получается довольно большим, высоким. Общий вес больше 2 килограммов, примерно 2-300. В самом конце торт еще раз хорошо уплотняем. Небольшое количество крема обязательно оставьте. Нам понадобится этот крем для заливки торта. И заливаем торт сметанным кремом.
Стараемся, чтобы торт был равномерно покрыт кремом, чтобы он стал таким белым и нарядным. И затем торт отправляем в холодильник, как минимум часа на 3. Я обычно собираю торт накануне вечером и отправляю в холодильник на целую ночь. У нас крем должен полностью застыть. Украшаем торт шоколадной глазурью. Для глазури возьмем 50 грамм шоколада любого, молочного, горького, любого, 30 грамм сливочного масла и аккуратно разогреем либо на водяной бане, либо в микроволновой печи до однородного состояния. Достаем наш торт из холодильника. Сметанный крем на торте застыл. И украшаем тортик шоколадной глазурью по вашему усмотрению. Затем тортик еще минут на 20-30 ставим в холодильник для того, чтобы застыла шоколадная глазурь. И можно всех, мои дорогие, звать к чаю. Вот такой у нас получился довольно большой, но очень вкусный, поверьте, тортик панчо. И в конце я хотела бы вам показать, какой у нас получился торт на разрезе. Заметьте, как мягко нарезается торт. Он действительно получается очень воздушный и очень такой влажной текстуры, что мне очень нравится. Он абсолютно не сухой. Вот такая вот красота. Итак, мои дорогие, наш торт панчо готов. И мне остается традиционно пожелать приятного чаепития. Приготовьте. Очень надеюсь, что этот торт вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. И всего вам самого-самого доброго.